Всем привет, с вами Ганзи, и это новая часть сюжета «Цепи судьбы». Я надеюсь, вы понимаете, что только ваш актив и ваши крутые отзывы мотивируют преподносить этот сюжет в максимально крутом качестве. Продолжайте в том же духе, и я сделаю так, что эта история станет вашей любимой из кучи сюжетов, которые вы смотрели. Надеюсь, у меня получается погружать вас в эту крутую атмосферу. Ну и остаемся на той же отметочке 150 плюс 150 равно новая серия. И давайте начинать. Цепи судьбы. 5-я часть. Глава 5. Кровавые слезы. С того момента, как я решил, что перестану изображать себя тогдашнего, жизнь на удивление не стала хуже, даже наоборот. Не нужно было притворяться и придумывать глупые отмазки. Одноклассники даже стали проявлять интересы и меньше смеяться надо мной. Но вот что мне действительно не давало покоя, так это мои взаимоотношения с Рин. Вот что дальше-то? Несмотря на то, что я прожил какую-никакую жизнь, все мое общение с противоположным полом заканчивалось, как правило, их смертью. Одна мысль об этом доводила меня до исступления. Думая о том, как бы спросить обо всем этом у Рин, я лежал ночью и мычал в подушку от стыда и смущения. Научите меня общаться с девочками. Сказать-то ей я сказал, а вот действовать как? Да и сама Рин вела себя как обычно, так же мило и непринужденно. В какой-то момент я все же решился. Мы шли после уроков, и я спросил: «Слушай, Рин, вопросила она, смотря на проплывающие в небе облака. Мы теперь больше, чем друзья, да?» Остановилась она, задумчиво поглаживая подбородок. «Да, лучшие друзья». Я замер. Сердце чуть не остановилось. Кажется, я побледнел и сейчас умру. Видя это, она засмеялась в кулачок, затем искренне мне улыбнулась и проговорила: «Видел бы ты свое лицо, Обита?» Прохихикала она. Я... В этот момент она взяла меня за руку. «Я пошутила, не переживай так». Рин, не шути так, а то я уже запутался». Она немного смутилась, а затем продолжила. «Думаю, для тебя это важно. Да, мы теперь намного больше, чем друзья, ну, ты понимаешь». Да, понимаю», оживленно ответил я. «Ну, как говорит моя мама, счастье, созданное для двоих, обесценивается, если становится достоянием остальных». «Очень умная мысль. У тебя родители очень умные». Я тоже так думаю, поэтому я не хочу, чтобы нам было неловко от этого. Да, тогда давай сохраним его только для нас. Да и не хочу, чтобы в академии тебя кто-то дразнил». Рин снова засмеялась. «С каких пор ты стал таким заботливым, Обита?» «Ну, я всегда, наверное». «Не бойся, я смогу за себя постоять. Но если что, я всегда буду знать, что ты меня защитишь». Вот умеет она говорить такие смущающие вещи с таким непринужденным видом. Кто тут девушка, я или она? Я выдохнул, гордо выпятил грудь и заявил: «Именно, никому не дам в обиду». Рин потянула меня за щеку. «Только не сильно зазнавайся», после чего чмокнула в щеку и побежала вперед, весело смеясь. Кажется, я проиграл это сражение. Так все и разрешилось. В академии мы вели себя как обычно, да и сейчас было далеко не до романтики. Нас упорно готовили к экзамену на генинов. Я стал чаще бороться с Какаши, правда теперь в формате тренировки. Желание стать лучше друг друга подталкивало нас усиленно заниматься. На одном из спаррингов Какаши был очень невнимателен, пропускал удар за ударом. Я остановился. «Слушай, если ты мне поддаться решил, то я все вижу. Что с тобой такое? Соберись». «Я знаю, лучше за собой следи». Мы продолжили, но я все равно подмечал, как он погружался в задумчивость. Когда занятие закончилось, Какаши, не сказав ни слова, пошел в класс, и я подбежал к Рин. «Ты не знаешь, что с ним такое?» «С кем?» «Какаши. Он сегодня унылее обычного». Рин задумалась, затем отрицательно покачала головой. «Не припомню, чтобы он что-то говорил. А он вообще хоть раз это делал?» «Нет, но у него на лице написано его состояние». Думаю, Рин, как наиболее внимательный и чуткий человек, видит больше меня. На лице Какаши и правда была грустная мина. Что же, черт подери, случилось?
ты так за него переживаешь?» – спросила она, расплываясь в довольной улыбке. «Ну, не то чтобы, он же сам по себе одиночка. Обита, признай». Ладно, сдался я. «Да, переживаю, он же наш друг, как-никак, верно?» Рин немного удивилась моему ответу. «Что? Почему ты так смотришь?» Никогда бы не подумала, что ты назовешь его другом. Ты и правда совсем другим стал, Обита. Это плохо? Нет, я даже рада. Никогда бы не подумала, что увижу тебя таким. Это меня восхищает». Видеть смущенную Рин еще большая редкость, чем меня, сетующего за состояние Какаши. Милота ведь. Тогда, думаю, нам стоит за ним проследить. «О, Обита, прости, сегодня я обещала помочь маме», грустно ответила она, складывая ладошки вместе, принимая позу извинения. «Нет проблем», проговорил я, улыбаясь. «Тогда я сделаю это сам. В конце концов, не могу с ним тренироваться, когда он такой несобранный». «Удачи, Обита». Занятия подошли к концу. Какаши, который вечно шел в окружении ребят, восхищенный его талантами, сегодня сорвался с места. Рин кивнула мне, а затем отвлекла остальных беседой. Это дало мне шанс улизнуть и беспрепятственно следить за Какаши. Он быстрым шагом шел по улицам, срезая через различные переулки. С моей последней слежки я неплохо натренировался. Раньше для этого я использовал камы, но сейчас у меня его нет, поэтому пришлось освежить этот пункт в памяти. К счастью, в это время народу было много, да и Какашу было вовсе не до того, кто за ним следует. Чего он так торопится? В конце концов мы пришли к воротам. Какаши что-то обсудил с шиноби, которые охраняли главный вход. Затем грустно опустил голову и отправился в сторону леса. Терять его из виду было нельзя, поэтому я пренебрег разговором с охраной деревни и пошел за ним. Аккуратно двигаясь, я следовал по пятам. Там мы вышли к довольно большому пруду. Какаши достал небольшую удочку из кустов и принялся ловить рыбу. В моей голове всплыло воспоминание. Когда-то я и Рин тоже так следили за ним, а потом вместе кушали приготовленную шефом Какаши рыбку. На лице невольно появилась улыбка. «Ты так и будешь там стоять?» – сказал он, забрасывая крючок в воду. «Заметил? Черт, похоже, я абсолютно переоценил свои навыки. Минус 10 очков тебе, Обита». Прости. Хотел узнать, чем ты там занимаешься после школы. Вот и проследил. Узнал? А теперь иди по своим делам, холодно отвечал он. Ты, как всегда, дружелюбен, промолвил я, выходя из кустов и подходя к берегу пруда. Мы с тобой не друзья. Если ты пришел, чтобы выдавать всякие глупости, то иди к Рин, ей это больше нравится. Эй, Рин-то тут при чем? Я в ваши отношения не лезу, но думаю, так оно и есть. Я опустил голову, затем тихо спросил. «Так заметно, да?» Если ты не слепой, то даже очень». Я выдохнул и запрокинул голову. Мне так казалось, что все идеально скрыто. Надеюсь, Рин от этого не достаются смешки. «В любом случае, сейчас к тебе относятся нормально, так что не вижу смысла думать о таком». Какаши сказал это, видя мое состояние. Из его уст это звучало даже как-то добрее обычного. «Ну да, слушай, у тебя есть удочка?» «Нету». «Да ты врешь, я же вижу ее в кустах», – вспылил я, тыкая на нее. «Тогда зачем ты спрашиваешь?» – ответил он, закрывая глаза. Я даже спрашивать не буду, раз ты такой говнюк. Просто возьму». Он ничего на это не ответил. Мы вместе стояли и ловили рыбу. Я совершенно не знал, как начать диалог. Какаши всегда ловко отрезал неуместные темы. Надо пойти издалека. «И? Тут клюет?» Отличный вопрос. Хотя так мы больше смахиваем на старых дедов, что спрашивают места удачного клёва. «Тише!» Одним словом, да что ж такое? Что за навык-то такой? Я так просто не сдамся. «И много ловишь обычно?» «Тише!» Как же это бесит. Чего ты меня затыкаешь все время? В этот момент леска Какаши натянулась. Он сильно дернул удочку, и рыба прилетела мне прямо в лицо. От неожиданности я рухнул на землю. Вот тебе и ответ. Какаши! Завопил я, скидывая улов. «Слушай, мне не до тебя. Ты ведь не отстанешь, пока я не отвечу. Так что говори, а потом проваливай». Я выдохнул, встал и отряхнулся. Затем вновь взял удочку, насадил приманку и забросил крючок в воду. «Ладно, будь по-твоему», – начал я. «Что с тобой сегодня не так?» «Ничего». «Почему ты такой унылый?» «Не почему». «Что случилось?» «Ничего».
Ты знаешь другие ответы, кроме этих? Знаю. Да он издевается. Как строить диалог, когда тебе отвечают, как умственно отсталому? Это из-за отца? Спросил я, смотря на него. Лицо Какаши на секунду изменилось. Рин была права. Как бы он ни старался, мимика, взгляд, едва вздрагивающие под маской губы, все это выдает его с потрохами. Я повернулся назад, вглядываясь в водную длань. «Не твое дело», – проговорил он после длительного молчания. «Может и так, но я думаю, для тебя это важно. Много думаешь там, где не надо». Но тут ты прав. Мы еще немного помолчали. Солнце приятно припекало, ветерок обдувал лицо. Молодая листва шелестела. Ты подходил к охране. Твой отец на задании? Какаша опустил удочку. Затем повернулся ко мне. Чего ты добиваешься, учиха? Тебе есть до этого какое-то дело? Какаша? Нервно сказал я, смотря на его леску. Просто пропади уже куда-нибудь и не мешай мне. Какаша? И не лезь куда-ни. Какаша? Да что? Клюет! Воскликнул я, видя, как напряглась леска. Он схватился за удочку обеими руками. Рыба оказалась настолько сильной, что потянула его за собой. Какаши по щиколотку ушел в воду, и я бросил свою удочку и схватился за него, оттягивая назад. «Вот это рыбина! Наверняка монстр местный!» — говорил я, напряженно вытягивая товарища. «Молчи и тащи!» — отвечал он, крепче сжимая удочку. Леска начала натягиваться сильнее. Медленно, но верно мы вышли из воды и начали тянуть ее на себя. На удивление гигант поддавался, его морда уже слегка выглядывала из воды. «Нужен сачок», — говорил Какаши, предчувствуя скорый улов. Я только собирался взять его, как рыбина ударила хвостом по воде и силой потянула нас за собой. Полет оказался не из приятных, потому что приземлился плашмя об водную гладь. Под водой я увидел, как Какаши борется с рыбиной. Мы вынырнули, он держал монстра в своих маленьких руках. Я выплюнул воду изо рта и прокричал: «Какаши, лови!» В этот момент я нащупал кунай, который по привычке стал носить в сумке на поясе. Я подбросил его вверх так, чтобы по траектории Какаши мог его поймать. Он тут же понял мой замысел и, поймав оружие, заколол рыбину. Спустя минуту мы вытащили ее на берег. Сырые, изнеможденные, мы просто валялись на земле. Я скинул свои очки, которые изрядно намокли и мешали. Фух, это не рыба, а какая-то древняя сущность. Дух водоема не иначе, пропыхтел я после нескольких минут. Обычная рыбина, большая только, скептично ответил тот. Еще немного помолчали. Наконец я повернул к нему голову и спросил: так, что произошло-то? Какаши выдохнул, прикрыл глаза и сказал: ты ведь не отстанешь, да? Еще бы. После такого-то. Ладно, но после этого ты уйдешь. По рукам, честно ответил я. Какаши вновь выдохнул и начал рассказывать. Недавно отец рассказал мне, что отправляется на важную миссию. Ну его наверняка часто посылают, он же опытный шиноби как-никак, поддержал я. Ты слушаешь или вставляешь свои комментарии? Прости, продолжай. Так вот, обычно он серьезный в такие моменты, но в этот раз особенно. Сейчас идет война, и от выполнения задания многое зависит. Однако он почти не отвечал на мои вопросы, а если отвечал, то очень скомканно и уклончиво. Думаю, даже ты поймешь, что эта миссия намного важнее предыдущих. «Эй!» – возмутился я. «Что значит даже ты?» И вот недавно он вернулся, продолжил Какаши, игнорируя мое возмущение. «Так это же здорово, разве нет?» Какаши посмотрел на меня с укором, и я вновь замолчал. «Да». Он вернулся, но был не так уж и весел, как обычно. Мы даже не поговорили толком, это и вызывает у меня сомнения. Какаши замолчал, и я прикрыл глаза и проговорил: «Слушай, твой отец опытный шиноби. Уверен, он мог просто устать. Выполнять сложные миссии тяжело, как физически, так и морально. Тебе-то откуда знать?» «Ну, я предполагаю», – уклончиво ответил я. Я и сам это знаю, как и то, что мой отец очень силен, однако на его плечах и жизни других людей. Он всегда ценил товарищей и долг перед ними. Думаешь, дело в этом? Я не знаю. Мы еще немного полежали, высыхали, когда солнышко скрылось за тучами. «Черт, скоро, похоже, будет дождь», — сказал я, поднимаясь. «Ага, надо идти домой», — произнес Какаши. «Ты эту рыбу отцу ловил, а?»
Ты, оказывается, заботливый сын Какаши. Не твое дело. И вообще ты обещал уйти, как только я все тебе расскажу. Ха, но рыбу ловили вместе, значит, я помогу тебе. Все равно в одну сторону идем. Мне не нужна твоя помощь, как и мне твое разрешение, дурак Какаши. Делай, что хочешь, надоело с тобой возиться. Когда Какаши собрал удочки, закинул их за спину в своеобразный мешочек. Нехотя он согласился, оценив масштаб улова. Мы гордо тащили ее через деревню под удивленные взгляды остальных. Уже понемногу смеркалось, да и гром гремел где-то вдалеке. Когда мы уже почти дошли до развилки, к нам навстречу бежал сенсей. Увидев Какаши, он выдохнул. «Какаши, вот ты где!» «Сенсей, вы что-то хотели?» «Да, ты так быстро убежал, что я не успел тебя предупредить. Тебе срочно нужно заглянуть в академию. Мне сказали, что тебя вызывают по важному делу. А это не может подождать? Мне бы домой?» «Я и сам был не против, но пришла бумага. Вот я и стал тебя искать. Давай так, я с тобой дойду, а потом провожу до дома». Какаши колебался, смотря на рыбу. «Иди с сенсеем, я донесу рыбу до твоего дома. Ты знаешь, где я живу? Ты что, сталкер, что ли? А? Нет, просто видел пару раз твой дом, когда гулял. Звучит не очень правдоподобно. Заткнись и иди. Учти, рыбой делиться не буду. Ха. Я и не рассчитывал. Какаши и сенсей ушли в сторону академии. Я же 100 раз пожалел, что согласился на это. Рыба была тяжелой, вонючей и скользкой. Проходя по улице, я услышал разговор двух стоящих шиноби. «Слышал, что случилось на миссии?» «Нет, а что?» «Из-за решения Хатаки операция считается проваленной. Столько народу под удар попало. Сакума? Он же всегда был самым подготовленным. Да, там сложная ситуация. Спас жизнь ребят, но миссию провалил. Теперь на него зуб точат многие, даже те, кого он вытащил из той мясорубки. Не удивлюсь, ужасно, когда спасаешь товарищей, а они отворачиваются от тебя. Еще и заклеймят теперь, черт». В моей голове резко сложилась вся картина. Это именно тот день, когда Сакума Хатаки покончил с собой, не выдержав позора. Я бросил рыбу и метнулся в дом Хатаки. Начался сильный ливень, раскаты грома, удары молнии, стена дождя. Плевать, я должен успеть, он же обещал мне. Я перескочил через ограду, внутри еще горел свет. Ворвавшись под ослепительную вспышку молнии, я закричал: «Господин Хатаки, не делайте этого, остановитесь, где вы?» Я лихорадочно начал осматривать пустые комнаты. Где же он? Открыв одну из дверей, я увидел, как Сакума сидит на небольшой подушке, немного склонившись. «Нет, неужели я опоздал?» В этот момент он повернулся и посмотрел на меня с недоумением. «Обита, что ты тут делаешь?» Я был поражен не меньше, настолько, что рухнул на колени около двери. Сакума вскочила. В этот момент я увидел небольшой чайничек, который он, очевидно, заваривал. «Боги, Обита, ты весь промок, что случилось? Ты в порядке? Что-то произошло с Какаши?» Он накрыл меня небольшим пледом. В его глазах читалось неподдельное беспокойство и безмерная забота. «Все в порядке. Какаши с сенсеем в академии решают какой-то вопрос. Я сейчас заварю чаю, ты дрожишь, как осиновый лист. Подождите, господин Хатаки», – тихо сказал я. «А, что такое?» Я все знаю. «А о чем ты?» «Про ту миссию». Сакума опустил голову, его взгляд устремился в пол. «Вот как? А Какаши?» «Он ничего не знает». «Это хорошо. Послушайте, не вините себя». Будто это возможно. Вы поступили как настоящий шиноби. Да, все мы отвечаем за последствия своего выбора. Можете мне не верить, но я отлично это знаю. Но вы отбросили свои принципы, не очернили душу трусостью и малодушием. Вы до конца боролись за жизни тех, кто вам их доверил. И пусть вас назовут хоть предателем, те, кому вы дороги, знают, что это не так. Поэтому даже не думайте накладывать на себя руки. Слышите? Глаза Сакума
глаза округлились, в них читалась боль и сожаление. В какой-то мере он выглядел будто загнанный зверь. Подав мне руку, отец Какаши промолвил: «Давай попьем чаю». Мы сидели и пили чай. Понемногу моя одежда высыхала, а тело согревалось. Сакума молчал. Отхлебнув немного, он сказал: «В иной бы ситуации я бы не признал такого, потому что это был бы для меня бы позор. Но ты, Обита, умеешь видеть нечто такое, что за гранью моего понимания. Ты прав. У меня были мысли о том, чтобы покинуть этот свет после всего того, что натворил в тот день». Я грохнул чашкой о пол. «И думать о таком не смейте!» Какой ты строгий, однако. Но в момент этой мысли я вспомнил наш разговор. Знаешь, поначалу я никак не мог понять, что же ты хотел мне сказать этими словами. Но тогда все стало ясно, будто бы это и должно было случиться. Странно, не правда ли? Как же бывает интересна эта жизнь. А ребенок, которого ты знал на тот момент всего один день, помогает решить тебе свою судьбу в будущем. Я молча кивнул. Мне нечего сказать, по крайней мере, ничего такого, что могло бы его убедить в том, кто я есть. «Я обязан тебе жизни, Обита», – проговорил Сакума, склоняя голову в поклоне, ударяя ею об пол. «Спасибо тебе!» Я поперхнулся чаем. Встаньте, господин Хатаки, не кланяйтесь мне, не нужно!» Он вернулся в исходное положение, затем улыбнулся, потрепал мои волосы и продолжил тише. «Твой отец тобой бы гордился. Вы знаете о моих родителях? Немного, только то, что они были героями, как те, которых мы оплакиваем. Я не знаю, какими они были, но мне хочется верить, что я не посрамлю их память». «Будь уверен, и знаешь, хоть ребенок у меня родился один, но сыновей, скорее всего, уже двое». Я улыбнулся. На душе стало тепло. Заботливый и уверенный голос. Думаю, у папы он был точно такой же. Мне их очень не хватает, но сейчас я могу представить, как бы это было здорово, будь они живы. «Спасибо вам, отец». Тихо добавил я последнее слово. «Так, думаю, скоро Какаши вернется. Нужно бы ужин готовить». Ну я пойду, а то ведь бабушка волноваться будет». Нет уж, в таком виде я тебя не отпущу. Ты сырой и пахнешь рыбой. Черт. «Какаши меня убьет за эту рыбину!» – взмолился я, вспомнив, что оставил ее на улице. Отец Какаши долго убеждал меня остаться на ужин. В конце он просто строго заявил, что не отпустит меня голодным. Мы весело двигались по коридору дома на кухню, как вдруг он прижал меня к стене. Его лицо вмиг нахмурилось. «Что такое?» «Незваные гости. 5. В этот момент я сосредоточился и тоже это понял. Сакума затащил меня в шкаф, который стоял в его комнате, и проговорил строго и властно: «Сиди тут, я разберусь. Что бы ни случилось, не смей выходить. Как только все уляжется, я дам знак. Понял?» Но я могу помочь!» «Ты понял?» – строже спросил он. «Да, обещай мне». Обещаю». Господин Хатаки закрыл шкаф и сел на свою подушку. Через минуту в комнате появились 5 человек. Через щелку я видел на них жилеты с символом шиноби Канохи. «Сакума Хатаки, очень хорошо, что мы застали тебя дома», – сказал первый. «Этот голос?» – тихо проговорил Сакума. «Рю, у тебя очень хорошая память. Тогда, думаю, ты знаешь, почему мы тут?» «Догадываюсь». «Просто прикончим его!» – завопил второй. «Тише, Кэцу, не пари горячку. Вот и причина, как я понимаю», – спокойно проговорил Сакума, попивая чай. «Нас раскрыли. Не притворяйся идиотом, Хатаки. Ты прекрасно знаешь, что к этому все и шло». «Нет, я не думал, что вы опуститесь до такого». «Мы? Мы? Да из-за тебя погиб мой брат!» – выкрикнул тот, кого звали Кэцу. «Тише, тише, он все помнит и знает. Я уверен, вот все, как сказал мой друг. Каждый из нас по твоей вине потерял близкого человека. Только никто не выдал тебе достойное наказание, Сакума. Поэтому вы решили
решили, что имеете на это право, да? Да, кусок ты самодовольного говна, продолжил Кэтсу. Понятно. Тогда я предлагаю отказаться вам от этой затеи. Не хочу, чтобы пролилась еще кровь моих товарищей. Об этом нужно было думать тогда. Теперь обратного пути нет. И Кэтсу внес это грамотное предложение решить все здесь и сейчас. Сакума слегка привстал. Послышался звук клинков. Отец Какаши же просто налил себе чаю. Правильно, без резких движений. Ребята все на взводе, очень уж хотелось бы договорить. Я не тороплюсь, ответил Сакума. Замечательно. Ты думаешь, одолеешь нас? Может, оно и так, но есть одно но. Если мы не вернемся живыми через 10 минут, то твой дорогой сын Какаши... В руках Сакума в этот момент лопнула кружка, осколки попадали вниз на деревянный пол. Ты правильно, как я вижу, понял. Твой дорогой сынок сейчас в академии. Само собой, вызов ложный. Если ты нас перебьешь, то он умрет. Вы опустились настолько низко, что готовы убить ребенка, который ни в чем не виноват? Наши близкие тоже не были виновны, но ты подвел их. Из-за этого они мертвы, вскрикнул Кэтсу. Это война. Шиноби умирают, и я сам бы отдал жизнь. Но вместо этого я выбрал спасти их, защитив хоть кого-то. Ты жалкий лицемер, я бы выпустил тебе кишки. Но у нас есть и второй вариант, проговорил Рю. Какой? Холодно спросил Сакума. Звон стали. Под ноги Сакума бросили клинок. Сделай все сам и облегчи нам работу. Тогда твой сын будет жив. Я вам не верю. В этот момент третий снял маску. Во тьме комнаты не было видно его лица. Акира, и ты? Прости, Сакума, но так будет лучше. Я не дам им убить твоего сына, если ты выполнишь требования, клянусь, иначе пусть мой род вечно будет проклят. Вот как, ответил Сакума. Ну так что, решайся. Жизнь сына, смерть без позора, все будет выглядеть так, как искупление греха. Всяко лучше, чем кровопролитие и смерть твоего ребенка, да? Хорошо, вы подготовились. Белый клык листа не самый простой противник, как ты понимаешь, сказал Рю. Пришлось быстро соображать, в чем твоя слабость. Я хотел выйти из шкафа и убить их всех, но тогда погибнет Какаши. Почему? Почему я ничего не могу сделать? Сакума подобрал клинок, прошелся по нему ладонью. Замечательный клинок. Уверен, Акира сам его выбирал. Время идет, Хатаки, не унимался Кэтсу. Заткнись, проговорил Акира, ближайший товарищ Сакума Хатаки. Сакума расстегнул свой жилет и рубаху. Мои руки тряслись. Я уже был готов открыть дверь и перебить их, но отец Какаши сказал: в своей жизни я совершил много ошибок, но больше всего я сожалею о двух вещах, что не смогу увидеть, как растет мой сын, потому что я оставляю его, и что не смогу выполнить одно обещание, которое дал близкому мне человеку. Простят ли они меня когда-нибудь? Не знаю. Пожалуй, я худший шиноби и отец. Но я надеюсь, что есть те, кто не бросят Какаши, несмотря на то, что это делаю я. В свете молнии я видел, как его глаза на секунду посмотрели на меня. Как трогательно, Сакума, но твое время пришло. Да, надеюсь, ваша душа обретет покой после этого. В этот момент мир как будто провалился. Я ощутил, как звуки вокруг приглушились, все, кроме одного. Того, как сталь вонзается в плоти, поворачивается по оси. Тело Сакумы рухнуло на пол. Шиноби, стоявшие рядом, молча наблюдали. «Я требую, чтобы обещание, которое я дал Сакума, было выполнено», — сказал товарищ Сакума. «Да нам и не нужен его малец. Сын за отца не в ответе. Это я и без тебя знаю, Акира. Но иначе было нельзя. Месть должна была свершиться. Нужно двигаться на точку, подать сигнал, потом разойдемся. Кэтсу, очисти здесь все». «Да». Кэтсу применил дзюцу и потоком воды вымыл все следы. Акира стихией ветра высушил пол, после чего фигуры исчезли. Я вылетел из шкафа.
Мое горло перехватило от шока, рот издавал лишь отдельные звуки. Все это время я думал, что отец Какаши сам убил себя, и всегда в глубине души винил его за это, но теперь я знаю правду. Боль в висках не давала нормально думать, глаза ужасно болели и заполнялись слезами. Обита!» – прохрипел Сакума. Я подполз к нему, тут же начал пережимать рану. «Оставь, если я выживу, то они убьют его», – прохрипел Сакума. «Нет, не умирайте, вы нужны Какаши, без вас он станет другим, он...» «Знаю, для него это будет сильным ударом, но... Хоть я и не вправе, ибо нарушил свое обещание, но прошу тебя, хотя бы ты выполни свое, помоги моему сыну». Я обещаю, слышите?» – обещал ему я, глядя в его глаза, которые уже начали закрываться. «Я так рад, Обита. Еще одно. Не опустись до мести, не пятнай свою душу». Собравшись силами, он сорвал повязку с руки. «Прости, это плохое наследство, но это я оставляю тебе, как второму моему сыну. Спасибо, Обита». После этого он закрыл глаза. Его рука, которая вложила мне повязку в ладони, безвольно упала. В эту секунду внутри меня забурлили самые темные эмоции. Поток слез вырвался наружу вместе с криком. И я прокричал как можно сильно. Я не мог сдержаться. Эта боль знакомая, всепоглощающая, и я узнаю ее из тысячи. Слезы из моих глаз хлынули на пол. В луже крови я увидел эти самые глаза. Шаринган. В той жизни я активировал сразу 2 томоэ. Это форма запятых. Проклятые глаза. Обычно 3-й томоэ проявляется лишь при взрослении, но я и так взрослый. 3 томоэ блестели в моих красных глазах. Глазах, что жаждали людской крови, желали мести. Я несся, что есть мочи, найти, убить их всех. Глаза бешено перебирали каждую деталь. Мне нужно найти лишь чакру. Моя физическая форма и опыт позволили бы быстро их обнаружить. 5 человек, они говорили с 6-м. Я сел на ветку, чтобы отдышаться. Из глубины леса я увидел его. Какаши прощался с сенсеем и шел по направлению к дому. Я схватил себя за кофту. Сердце кололо так сильно, что я не мог унять эту боль. Какаши, прости, что не смог спасти его. В этот момент я увидел, как все 6 бросились в рассыпную. Делать было нечего, я выбрал того, что ближе. Я преследовал его через чащобу, пока наконец мы не вышли к уступу. Фигура встала и сняла маску. Молодой парень лет 20, русые, длинные волосы, серые глаза. Он смотрел куда-то вдаль, затем его руки быстро сложили печати. «Струя воды!» Поток хлынул в ствол, за которым я стоял. С дерева слетела кора. «Сучара, выходи!» Под раскаты грома и блеск молнии я вышел. Мое лицо было покрыто кровью, его кровью, господина Хатаки. «Ребенок? Какого черта? Ты почему меня преследуешь, малец?» «Чтобы закончить твою жалкую жизнь, Кэтсу!» Выкрикнул я, начиная складывать печати. Змея, овца, обезьяна, свинья, лошадь, тигр. «Катон! Техника огненного шара!» Из моего тела высвободился огромный поток чакры. Языки пламени пестрили в огромном шаре из огня. Он моментально полетел в противника. «Чертов ублюдок!» Кэтсу сложил печати. «Техника водяного столба!» Как я и ожидал, огонь и вода, столкнувшись, образовали пар. Именно это мне и нужно было. С невероятной ныне для себя скоростью я ринулся вперед, проходя сквозь него. Каждый учиха знает, что изначально сбивается норма координации в движениях. По сути, нужно время, чтобы привыкнуть к новой силе, но меня это не касается. Опыт и знания легко компенсируют этот пункт. Из пара вылетела рука с клинком. Мои глаза с легкостью просчитали это. Лезвие пролетело у меня перед лицом. Я ударил Кэтсу в колено с такой силой, что оно хрустнуло. Завопил он. Еще один взмах и вновь мимо. Я носился вокруг него, не давая возможности засечь передвижение. «Покажись!» Выскочив опять, я выбил второе колено из сустава. Кэтсу рухнул на землю. Его руки пытались сложить печати, но я схватил его за пальцы и тут же их сломал. Стоял дикий крик. Он смотрел на меня с ужасом и страхом. Пар рассеялся. Я увидел свое лицо в его испуганных глазах. Оно было чудовищным. «Эти глаза!
«Что? Ты Учиха?» «Да», – холодно ответил я, нанося ему удар в лицо. «Меня зовут Обита Учиха, и я уничтожу вас всех за смерть Сакума Хатаки!» Кэтсу сплюнул кровь. Его рука, что держала клинок, взмахнула в последний раз. Я поймал ослабевшую конечность, нанес удар локтем в область сгиба предплечья. Клинок выпал. Я пнул оружие в обрыв. Внизу бурлила река. Жалкое зрелище. Вы не шиноби Канохи. Вы мусор, который недостоин называться шиноби, предатели, убийцы. «Чем ты лучше нас, чертов сопляк?» – крикнул он, плюнув в меня кровью. «Ничем, совершенно. Скажу тебе правду», – проговорил я, наклоняясь к его уху. «Я даже страшнее, чем вы. Но раз уж ты предложил этот план, то ты получишь свое возмездие первым». В эту минуту в глазах Кэтсу был животный страх. Резким движением рук я свернул его шею. Мое тело чувствовало в эту секунду небывалую силу. Он безвольно рухнул на землю, и я без капли сочувствия просто пнул некогда живого шиноби вниз в обрыв. И я видел, как он ударялся о камни, а потом рухнул в быстрый поток реки. Мои глаза заплывали слезами. Ровными струями они потекли по щеке. Я рухнул на колени и истошно выкрикнул, ударяясь головой о землю. Продолжение следует.